9 апреля 1336 года, когда мир между Тигром и Амударьей лежал в руинах после распада великой державы Чингисхана, на горизонте вспыхнула новая звезда. Это был Тимур, хромой, но не сломленный, рожденный в скромной семье тюрко-монгольского происхождения. Он не унаследовал трон, но выковал его сам, словно клинок, вырванный из сердца степи. Каким был Тамерлан? Государственный деятель, полководец, один из величайших завоевателей мира, сыгравший судьбоносную роль в жизни народов Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. В мировой истории есть лишь несколько подобных ему успешных полководцев: Александр Македонский, Ганнибал, Чингисхан. Его называли правителем мира. Он сочетал в себе беспощадность и тонкое понимание значения искусства и науки. Он основатель империи тимуридов, со столицей в Самарканде. Бабур, его праправнук, основал империю великих моголов в Индии, которой принадлежал Акбар Великий. О Тамерлане сложено немало легенд и написано множество книг. Исследователи порой относятся к нему диаметрально противоположно и на протяжении многих веков ведут споры, куда отправить его, в ад или в рай мировой истории. Однако масштаб его личности не укладывается ни в одно из расхожих клише. В конце концов, исследователи пришли к выводу, что черно-белый подход к Тамерлану неуместен. Более того, в наше время все чаще говорят о необходимости его исторической реабилитации. Рерих писал: «Истина не познается расчетами, лишь язык сердца знает, где живет великая правда, которая, несмотря ни на что, ведет человечество к восхождению. О малом, о незначительном и жалком человечество не слагает легенд. Часто даже в кажущихся отрицательных мифах заключено уважение к потенциалу внутренней мощи». Тамерлан, Тимур ибн Тарагай-Барлас, Амир Темур, 1336-1405 год, великий правитель Средней Азии, полководец и завоеватель. Амир Темур родился в кишлаке Хаджа-Илгар, близ Кеша, современный Шахрисабз, неподалеку от Самарканда. 8 апреля 1336 года в семье знатного эмира. Мухаммад Тарагай, отец Тимура, был из аристократической семьи, рода Барласов, и пользовался большой популярностью и авторитетом в Мавераннахре. Тимур имел тюркское и монгольское происхождение, и хотя, вероятно, не был прямым потомком ни с той, ни с другой стороны, он имел общего предка с Чингисханом по линии отца. Хотя некоторые авторы предполагают, что его мать могла быть потомком хана. По сведениям арабского историка Ибн Халдуна, который в 1401 году лично разговаривал с Тимуром, сам государь утверждал, что она была из рода царя Манучехра. Детство и отрочество будущего правителя-полководца прошли в окрестностях родного города. С юных лет Тимур любил состязания, охоту и военные игры. Отлично орудовал копьем и стрельбой из лука. С 10-летнего возраста наставники, атабеки, служившие при дворце отца, старательно растили из него воина, не уделяя должного внимания образованию мальчика. И только природная любознательность Тимура позволила ему, будучи почти безграмотным, выучить наизусть Коран. С детства незаурядно обладавший организаторскими способностями Тимур не отличался особым послушанием и в юности, сколотив небольшую банду налетчиков, угонял стада баранов у племени кочевников. Однако из-за постоянных междоусобиц, разрушающих страну, юноша всерьез начал задумываться о политике. Позже вместе со своим отрядом Тимур поступает на службу к своему дяде, правителю Кеша, Хаджи Барласу. В конце 13-го, начало 14 века экономическое положение Мавераннахра внушало серьезные опасения. Этим воспользовался монгольский хан Таглок Тимур, который в 1360 году без труда завоевал большую часть Мавераннахра, дойдя до Кашкар-Дарьи. Тимур Тарагай поступает к нему на службу. Однако после того, как хан назначает правителем страны своего сына, расторгает обязательства. Некоторое время Тимурбек живет на правом берегу реки Амударьи, ведя с монголами партизанскую войну. В одной из таких вылазок Тимур был тяжело ранен в руку и ногу
после чего оказался на всю жизнь хромым, за что и получил прозвище Тимур-Эланг, хромой Тимур. Добившись серьезных успехов в 1370 году, на всеобщем Курултае Монгольской империи Балхи был провозглашен правителем, но не являясь прямым наследником царского трона, отказался от трона и взял себе пафосное звание Амира. Формально не являясь коронованным, на деле он теперь являлся единовластным правителем Мавераннахра. Заключив брак с наследницей рода Чингизидов Сарай-Мульк-Ханум, Амир Тимур смог прибавить к своему званию почетный титул Кураган, зять хана. Теперь основной задачей Амира Тимура стало объединение всех разрозненных территорий в единое целое. Заручившись поддержкой местного духовенства и феодалов, Тамерлан совершил 9 военных походов по стране. Создавалось сильное государство и было принято решение избрать столицей Самарканд. Рядом с разрушенным Афрасиабом заложили новый город, начали укреплять его цитаделями и крепостными стенами, украшать дворцами, мечетями и медресе. Амир Тимур успешно объединил Мавераннахр и уже к имеющейся территориям присоединил Фергану и Шашский оазис. У Тамерлана была огромная, мощнейшая по тем временам армия. Когда он шел в наступление, то мог собрать до 200 тысяч воинов. Армия была профессиональная, личная дружина Тамерлана и наемники – профессионалы высшего класса. Тамерлан хорошо платил и блестяще проводил агитацию, чтобы воины служили ему, а не соседу. Он рассказывал, какие богатства их ждут, что получит каждый воин, расплачиваясь наемниками, всегда был предельно честен. Одним из основных источников дохода империи Тамерлана, помимо военного, были налоги с торговли. Через его земли проходил легендарный шелковый путь, обустройством которого Тамерлан занимался несколько лет. Маршруты купеческих караванов были безопасны для любого иностранного или своего купца. Все эти дороги охранялись словами Тамерлана, он покровительствовал развитию торговли. Тимур был гением войны, сочетавшим безжалостность Чингисхана с изощренной тактикой. Его армия, основанная на коннице и отрядах опытных ветеранов, прошла через всю Евразию, оставляя за собой город черепов и разрушенные города. Тимур и Золотая Орда. Конец эпохи Тохтамыша. Весной 1391 года Тимур двинул свою армию на север, чтобы покорить Тохтамыша, бывшего союзника, друга, ставшего врагом. Хан Золотой Орды, уверенный в силе своей конницы, решил встретить Тимура в степях за Волгой. Две армии сошлись у реки Кундузча, нынче Самара. Перед битвой Тимур приказал вырыть замаскированные рвы и расставить засады. Когда ордынцы ринулись в атаку, их авангард рухнул в эти ловушки, а фланги были смяты контратакой тимуровских кошунов, отборных кавалерийских частей. Битва превратилась в бойню. Тохтамыш бежал, бросив знамя и казну. Тимур приказал воздвигнуть на поле боя пирамиду из голов побежденных, символ своего триумфа. Но хан уцелел, и война была не окончена. Второй поход. Апокалипсис Сарая. 4 года спустя Тохтамыш вновь бросил вызов Тимуру, напав на него владением Закавказья. В ответ Железный Хромец собрал огромную армию и двинулся в самое сердце Орды. Решающая битва произошла на Тереке. Тимур использовал тактику ложного отступления. Его передовые отряды заманили ордынскую конницу под удар засадных полков. Тохтамыш снова бежал, а его столица, величественный Сарай-Берке, была обречена. Тимур вошел в город, некогда бывший одним из богатейших в мире. Дворцы, мечети, базары – все было предано огню. Жители вырезали или угоняли в рабство. То же самое произошло с Хаджи-Тарханом, Астраханью и другими городами Поволжья. Золотая Орда, уже ослабленная внутренними распрями, после этих ударов так и не отправилась. Ее распад открыл дорогу к возвышению Москвы и Крымского ханства. Кровавый путь по Персии и Кавказу. Я бич, посланный Богом. В 1387 году Исфахан, жемчужина Персии, восстала против наместников Тимура. Когда весть об этом дошла до эмира, его лицо осталось бесстрастным, но в глазах вспыхнул холодный огонь. «Если они хотят смерти, они ее получат», – произнес он.
Город пал после недолгой осады. Тимур приказал каждому воину принести голову убитого горожанина. Тех, кто не мог этого сделать, казнили их же товарищей. Вскоре перед дворцом правителя выросли 28 башен из отрубленных голов. Склонитесь или умрете. Грузинский царь Баграт V отказался признать власть Тимура. В ответ эмир обрушил на страну волну за волной набегов. «Я превращу ваши церкви в конюшни, а ваших женщин в служанок», писал он грузинским князьям. Тбилиси был сожжен, храмы осквернены, но горцы продолжали сопротивление. Тогда Тимур применил изощренную жестокость. Пленных грузинских воинов сбрасывали со скал в пропасти, а их семьи угоняли в Самарканд. Итог. Закавказье лежало в руинах. Персия, Ширван, Армения и Грузия были полностью подчинены. Разорение Дели, ад на берегах Джамны. 17 декабря 1398 года армия Тимура встретилась с войсками султана Махмуда Туглака у Панипата. Индийцы выставили 120 боевых слонов, чьи бивни были окованы отравленными клинками. Но Тимур приказал поджечь верблюжьи тюки и бросить их на слонов. Животные, обезумев от огня, ринулись назад, сминая свои же войска. В этот момент тимуровская конница ударилась в флангов. К вечеру поле было усеяно трупами. Сам султан бежал, бросив свою казну и остальное войско. Резня в Дели, город, который не забыл. Тимур вошел в Дели под предлогом наказания неверных, но когда его воины увидели богатство города, дисциплина рухнула. 3 дня длилась резня, 100 000 человек были убиты, мечети и дворцы грабили, библиотеки жгли, сокровища золота, драгоценные камни и даже знаменитый алмаз Кохинор стали добычей завоевателей. Дели, некогда великая столица, лежала в руинах. Султан Туглаков пал, а Северная Индия погрузилась в хаос. Анкара, 1402 год, как Тимур сломал молниеносного. Османский султан Баязид I, завоевавший Балканы и громивший крестоносцев, был уверен в своей непобедимости. Когда Тимур вторгся в Анатолию, султан презрительно заявил: «Пусть этот хромец явится, я закую его в золотые цепи». Но Тимур переиграл его. Он подкупил туркменские племена в армии Баязида. И в день битвы 28 июля 1402 года использовал боевых слонов, которые османы никогда раньше не видели. Когда сербские и турецкие войска дрогнули, Баязид попытался бежать, но его конь пал, и султан был взят в плен. Тимур, сидя под балдахином, принял его как простого пленника. «Ты хотел заковать меня. Теперь ты сам в клетке». Баязида возили в железной клетке, пока он не умер. Османская империя на десятилетия погрузилась в междоусобицы. Византия, которую уже считали обреченной, получила передышку. На закате жизни Тимур возжелал самого великого вызова – империи Мин. Он собрал армию в 200 000, выкатив обозы, осадные орудия, астрологов и полководцев. Это должен был быть последний бой. Но зима выдалась беспощадной. У города Атрар в январе 1405 года старый завоеватель слег. Пески и ледяные ветра стали последним свидетелем его дыхания. Он умер, не добравшись до Китая, а меч его был положен на грудь, как молчаливый символ конца эпохи. Перед смертью эмир приказал: «Не плачьте. Пусть мое имя живет в веках». Его империя распалась, но легенда о потрясателе вселенной пережила века. Его тело забальзамировали, положили в гроб с черной парчой и отправили в Самарканд, где он и упокоился в семейной усыпальнице Гур-Эмир. Амир Тимур управлял государством в течение 35 лет. За эти годы он предпринял немало военных походов, одержал победы в крупнейших сражениях, покорил множество стран и создал огромную империю, границы которой простирались от Китая и Индии до Каспийского моря, от Арала до Персидского залива. Наследство потомкам Тимур оставил не только огромную державу, но и руководство к действию в управлении страной. Уложение Тимура, так называется ценный исторический документ, написанный мудрым правителем. Он состоит из 2 частей. Первая – автобиографическая.
описание деяний великого мира, а вторая – свод законов, в котором четко прописаны правила поведения членов общества, их права и обязанности. Эти законы касались решительно всех в государстве от рядовых граждан до чиновников и правителей. Вот краткое описание уложения. Армия без порядка, тело без головы. Справедливость – опора трона. Без нее управление – насилие. Лучше не брать налогов, чем забирать последние у бедного. Совет мудрого ценнее 1000 воинов. Правитель, забывший страх Аллаха, губит себя и народ. Побеждай не только мечом, но и умом. Верь в судьбу, но действуй, как будто все зависит от тебя. Храни слово, даже данное врагу. Ученый и воин – два крыла державы. Слава временная, но честь вечная. Таков был дух великого завоевателя. Великий правитель все силы отдавал своей родине. Это современный Узбекистан со столицей в Ташкенте. За последние десятилетия имя Тамерлана в стране стало культовым, а сам Тамерлан теперь национальный герой узбекского народа. Одна из высших государственных наград страны – орден Тамерлана, учрежденный в апреле 1996 года. На ордене надпись «В справедливости сила». Этот девиз был выгравирован на печати и на перстне властителя. Имя Тамерлана навсегда вписано в мировую историю. Его гений был настолько велик, что до сих пор поражает и удивляет ум.